Всем респект, с вами Фиспект. Мои зрители очень сильно любят контент, связанный с перестановками, с апгрейдом хаты, комнаты и игрового места. И не зря эта рубрика самая популярная на моем канале, потому что я это дело люблю еще больше, чем вы. Сегодня я в очередной раз прокачал свое игровое место, только этот видос получится совсем необычным, потому что, во-первых, это самый дорогой апгрейд на моем канале, ну а во-вторых, в нем присутствуют такие безумные решения, которые вы раньше точно не видели, и 100% сможете подсмотреть что-то для себя. А также хочу сказать, что этот ролик получился в формате истории, то есть в конце будет самое крутое, то, зачем вы сюда и пришли, поэтому настоятельно рекомендую взять что-нибудь вкусненькое и приятного просмотра. Это переход, короче. Ну что же, перед тем как прокачать наше игровое место, предлагаю ознакомиться с комнатой, и сейчас я проведу маленький рум-тур. Сразу как заходишь в комнату, нас встречает самый бесполезный шкаф, который нами вообще никак не использовался, и я даже не представляю, зачем он здесь находился. Напомню, хата не моя, и снимаем мы ее у человека, у которого есть дети, и здесь жил мальчик. Для чего этот шкаф, непонятно. Далее, кровати, в отличие от шкафчика, понятно, для чего она использовалась, но лично мне она абсолютно не нужна. Если вы смотрели видос с рум-туром, то понимаете, что я сплю на двухспальной кровати с девушкой, а также если придут гости, спальных мест у нас куча. Конкретно здесь эта кровать мне не нужна. Далее идет столешница. Да, именно столешница, а не стол. Она прикручена к стене, к шкафу, который стоит справа, и лежит на тумбочке. И это очень крутая штука, если бы, конечно, не ПК. Дело все в том, что я живу в Сибири. Зимой на улице бывает минус 40, а батареи топятся очень сильно. И здесь получается батарея прямо под этим столом. ПК, если поставить снизу, он будет очень сильно греться. Но проблема даже не в этом. Если ты захочешь провести провода от своих девайсов или от мониторов к этому ПК, ты этого не сделаешь, потому что единственная дырка также проходит через две горячие батареи. И получается, единственный вариант, куда можно поставить ПК, это на сам стол. И здесь, в принципе, ничего страшного. Единственная проблема то, что провода сильно видно, и их нельзя спрятать за стол. Просто выглядит неопрятно. Проблема совершенно в другом. Сам стол угловой. И как вы можете заметить, мониторы у меня стоят друг на дружке и один сбоку. И вот этот боковой, с какой бы стороны ни поставил его, мне не будет хватать рабочей области. Либо для клавиатуры, либо для мышки. Все дело в кронштейнах или подставках, как удобнее называйте, но вот именно из-за них я чувствую себя постоянно скованным. Именно поэтому стол мы будем обязательно менять. Но для начала я в хронологическом порядке купил себе именно новые мониторы, а потом уже поменял стол. Поэтому давайте расскажу вам про моники. Основной монитор у меня Full HD на 144 Гц. Сверху и справа вообще не важно, самые обыкновенные мониторы. В чем прикол? Я уже давно хотел перейти на что-то более серьезное. Либо широкоформатный монитор, чтобы больше помещалось информации в монтажной программе, либо 4К для тех же самой цели, чтобы монтировать было удобнее. Больше я склонялся все-таки к 4К моникам, но я настолько сильно привык к плавности картинки от 144 Гц, что я не мог от этого просто так отказаться. А 4К моники 144 Гц просто стоят бешеных денег, я не мог себе этого позволить, именно поэтому я начал искать компромиссы. И пришел, наверное, даже к более лучшему варианту, чем изначально я планировал. Я взял 2К широкоформатный 144 Гц монитор, и это убило сразу 3 зайцев. Во-первых, перейдя с Full HD на 2К, я увеличил четкость картинки ровно в 2 раза. Во-вторых, я остался на привычных себе 144 Гц. Ну а в-третьих, что оказалось еще круче, чем я изначально планировал, из-за того, что у меня увеличилось разрешение, а также вшире у меня монитор стал больше, монтажная область увеличилась просто до неебических масштабов. Монитор, кстати, называется AOC. Эта фирма еще производит моющее средство, думаю, вы о ней знаете, но у него есть конкретные недостатки для некоторых людей. Показывая демку в Дискорде, друзья текст вообще не увидит. Геймплей теперь тоже невозможно записать, нужно искать компромиссы, урезать вот это все, и стримить тоже теперь неудобно. Но эти минусы вообще ни хера не минусы, когда ты получаешь все то, что я уже перечислил. Монитор очень крутой, я им полностью доволен, и ни одной копейки я на него потраченных не пожалел. Свой прошлый основной монитор я дал девушке, а 2 монитора, которые были сверху и справа, я решил продать и купить себе еще 2 одинаковых монитора. Чтобы было вообще все по фэншую и супер одинаково, я решил взять именно от этой же фирмы, которая производит моющее средство. 2 одинаковых монитора AOC 75 Гц, Full HD, IPS. И это очень важно, потому что они будут стоять у нас по бокам. Кстати, забыл сказать, основной монитор тоже IPS. И получилось просто бомбически. Одинаковый дизайн, одинаковая фирма, одинаковые ножки, стоят симметрично, и это выглядит просто бомбически. У меня до сих пор нету слов, и не могу отойти от этого эффекта. Как все круто и идеально все выглядит. Все это, конечно, очень круто, но проблема наша не решилась, а даже наоборот ухудшилась. Из-за их ножек теперь рабочего места стало еще меньше, и мышкой и клавиатурой стало пользоваться еще более неудобно. Было принято решение забрать свой старый игровой стол у девушки, потому что он ей не нравился. Она его считала очень громоздким, массивным, и, короче, она хотела что-то другое. Купили ей какой-то там дешевый стол с ближайшего мебельного магазина, а себе забрал свой старенький, красненький, красивый стол. На этом моменте это всего лишь временное решение, потому что столы я еще не выбрал и не заказал, поэтому временно сидел вот на нем. Сразу же к этому столу были приобретены 2 кронштейна от фирмы DEX, потому что я прекрасно понимал, что эти 3 монитора даже физически, теоретически никак не смогут влезть в этот сраный угол, а кронштейны оказались неплохими. Сколько бы я ни срал DEX за их гаджеты, но какие-то такие простенькие вещи они делают довольно-таки дешево и качественно. И вы только посмотрите, как это стало выглядеть. Теперь мониторы просто облегают меня со всех сторон головой, без шуток ты крутишь на 180 градусов, не совсем удобно, но разминку для шеи никто не отменял. Но моники можно поставить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, именно поэтому крутить головой не обязательно. Если ты хочешь, можешь сделать их специально для чатов. Но мне пока нравится больше вот в таком полном погружении находиться. Далее, пока я ждал доставку столов и
ездил по аниме-магазинам, но об этом немножко позже, я начал думать о своих девайсах, а конкретно о мышках. На моем личном использовании была мышка HyperX Plus Fire Surge, покупал ее в этом видосе, и в принципе она меня всем устраивала. Также я попробовал посидеть какое-то время на G102 опять, чтобы понять, чем она так нравится людям. Девушка купила себе Razer, на ней тоже немножко посидел, и все-таки начал думать о том, чтобы себе обновить свою Pulse Fire Surge. Пока думал, гадал, сама компания HyperX написала мне и предложила попробовать их новую мышку HyperX Pulse Fire Haze. Я, конечно же, согласился, потому что мышка очень интересная, и это единственный товар сегодняшнего видео, о котором я расскажу вам на правах рекламы, но она реально крутая, и я думаю, вам интересно будет про нее послушать. Начнем, пожалуй, с того, что прям бросается в глаза. Ультралегкая конструкция корпуса с шестигранными отверстиями. Это имеет практическое свойство. Она очень легкая, 59 грамм, что, как по мне, дает некоторое преимущество в игре. У вас меньше устает рука, и вам легче передвигать мышку по своему коврику. Когда ты ей долго пользуешься, а сейчас она у меня на постоянном использовании, ты перестаешь замечать, насколько она легкая. Но только поставить мышку в какое-нибудь сравнение, например, опять же, мой предыдущий Surge, просто небо и земля. Эта мышка намного легче, и лично для меня она более комфортная. У вас, наверное, будут вопросы, что если туда попадет грязь, пыль и микрики сломаются. Тут ничего страшного, потому что они пылезащищенные. TTC Golden на 60 миллионов нажатий. С этим все будет просто прекрасно. Щелкает она замечательно. То же самое обстоит и с сенсором. Стоит топовый Pixar 3335, который вы не сможете сорвать. Также мне понравился провод, который называется HyperX Flex. И название само за себя говорит, он реально флексит, изгибается как надо, принимает любую форму. Если перевернуть мышку, то можно увидеть нестандартные для большинства мышек белые ножки. Это глайды из чистого PTFE материала. Если быть точнее, то гладкого тефлона, который обеспечивает лучшее скольжение по коврику по сравнению с другими мышками. И если они у вас каким-то образом сотрутся, то в комплекте есть запасные. Там же есть специальные ленты, которые можно наклеить на вашу мышку и улучшить с ней сцепление. Грызуна можно индивидуально настроить под себя в специальном софте, который называется HyperX Ingenuity. Лично для меня за последнее время это самое необычное и крутое приобретение. Если вы хотите узнать об этой мышке более подробно, возможно даже себе ее приобрести, то ссылочку я оставлю в описании. Ну что же, далее я очень долго ломал голову над тем, какой же себе стол купить. Как вы уже могли заметить, из-за ограничения в комнате, а именно батареи и шкафа, выбор очень существенно снижается, потому что не каждый стол сюда в принципе залезет. Без привлечения я каждый день в течение недели мониторил все сайты, всякую доставку, мебельные магазины, столы на заказ, и очень долго ломал голову, какой же себе стол все-таки купить. А моим главным критерием было, чтобы вместилось 3 монитора, а также было пространство для клавиатуры и мышки. Но как вы уже поняли, 3 моника не влезут в этот угол, поэтому нужно было стол широкий на всю комнату. И по итогу я, наверное, принял самое гениальное решение в своей жизни. Это как раз таки та необычная идея, которую вы можете подсмотреть. Я купил 3 стола с Икеи одинаковые, которые объединил в один. Если более конкретно, то 2 стола абсолютно одинаковые, это 120 на 60 сантиметров, а посередине стол 150 на 75, который являлся бы основным, а по бокам стоял бы ПК и еще какие-то вещи бы я смог ложить. Ну вот скажите, разве я не гений? В общем, мы заказали 3 стола, они к нам пришли за 3000 рублей каждый, плюс 3000 рублей доставка, вышло примерно 12 кусков. Все эти 3 стола мы их собрали, и получилось так, что на распаковку мы потратили больше времени, чем на сборку этих столов. Настолько просто они собираются и настолько хорошо они запакованы. Я впервые пользовался Икеей, потому что лишь несколько месяцев назад из деревни переехал в город, но мне сервис очень сильно понравился. И когда мы собрали стол, мы осознали, что комната очень плохо выглядит. Конкретно стена у нас синяя. Когда мы разобрали кровать и угловой стол, все эти места были не прокрашены. Нужно было с этим что-то делать. Добиться такого же цвета от новой покупной краски невозможно, потому что это какой-то самозамес. Владелец квартиры не знал, собственно, как это все делается, и краски у него тоже не было, и он не знал, где она находится. Мы долго искали по хате, может быть, где-то завалялся какой-то бутылечек, чтобы докрасить, и в итоге спустя 4 дня, реально, мы 4 дня также по хате искали эту краску, нашли на балконе прям в очень дальнем ящике уже замерзшую от 40-градусного мороза краску. Она растаяла спустя 2 дня, мы ее перемешали, и в принципе все получилось. Почему я так удивляюсь? Потому что это моя первая какая-то строительная работа, впервые держал валик, как и моя девушка, и у нас все получилось, она идеально прокрасилась, без каких-либо проблем, комната преобразилась на сотку просто. И вот уже все готово, можно ставить столы, собирать компьютер и делать какие-то выводы. И здесь получилось все не совсем однозначно. Изначально я хотел поставить столы буквой П, чтобы я сидел в окружении столов. Если правый стол плотно прижимается к стене и к шкафу, посередине стол, на нем стоит 3 тяжелейших монитора, и если я немного поддергаю этот стол, то они просто от силы инерции начинают шататься. И чтобы это хоть как-то более-менее не шаталось, чтобы это было намного надежнее, пришлось левый стол пододвинуть прямо к стене, чтобы посередине стол вообще не шатался. В итоге получилось не совсем красиво, как я изначально планировал, но зато более надежно. В итоге это выглядит, как по мне, довольно неплохо. И особенно хочу заметить, что мониторы, которые стоят по бокам, их можно также поставить как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Но в горизонтальном они создают более лучший эффект, нежели когда они стояли на предыдущем красном столе. Потому что угол, под которым я на них смотрю, более плоский. Мне не приходится теперь голову прям реально выкручивать на 180 градусов, намного стало более комфортно. Обновили моники, обновили столы, покрасили стены, обновили мышку, вы думали, это все? Нет, нам нужно обновить полностью все. И я решил провести некий эксперимент. Лично я всегда скептически относился к маленьким коврикам, потому что
посчитал, что лучше взять сразу большой ковер и под клавиатуру, и под мышку. Это защитит от вибраций от клавиатуры, и мышки, собственно, будет тоже так же комфортно. Но тут решил, была не была, раз уж мы делаем игровое место красивым, то куплю себе RGB игровой коврик, и очень сильно об этом пожалел. Купил себе Z-Gaming RGB, и сразу же первая проблема, которую я заметил, моя клавиатура начала долбить просто дичайше по столу, очень сильно большие вибрации по всей комнате расходятся, неприятно стало печатать на клавиатуре очень сильно. Вторая проблема — это лента, которая светится. Она, безусловно, светится красиво, и коврик выглядит классно, но проблема заключается в том, что когда ты водишь рукой по мышке, у тебя запястье просто натирается об эту сеточку, которая обматывает всю эту ленту. Для меня это два существенных недостатка. Если первая проблема решается тем, что под этот цветной коврик положить другой большой коврик и вибрации от клавиатуры не будет, то вторая проблема, когда натирает сеточка запястья, никуда не денется. И в общем этот коврик мне не нужен. Хоть и здесь и ругаю этот коврик, думаю, от халявы вы не откажетесь. Подарите кому-нибудь из друзей или сами будете пользоваться со всеми этими недостатками. В общем, я его разыграю. Все, что вам нужно сделать, это написать комментарий и поставить лайк. Через неделю-две на стриме с помощью рандомайзера определим победителя. Удачного участия. В итоге я взял чисто черный коврик под стиль столешниц. И это обновление ради обновления, потому что в принципе мне коврик новый и не нужен был. Далее произошло нечто очень интересное. Обновление клавиатуры. Мне важно было, чтобы новая клава была не хуже моей, а также она была не 60%, потому что, честно, мне надоело постоянно кликать кнопку FN, чтобы сделать какие-то действия, которых не хватает на этой маленькой клаве. Пойти и купить в магазине новую, хорошую клавиатуру, но очень скучно. И произошла следующая забавная ситуация. Я сидел на ютубчике, и в рекомендации мне высветился стрим игромана. Я написал туда в чат, меня узнал как и ютубер, так и зрители его. И так как он занимается обзорами девайсов, вы вообще не смейте подумать, что сейчас это реклама, это реально просто забавный эксперимент. Я написал ему ВКонтакте, типа, го, поменяемся клавами. Я отправляю тебе свою, а ты отправляешь мне любую из своих клавиатур, но при этом я не буду знать вообще, что ты мне отправишь до последнего момента, пока я ее не распакую. Он вообще меня уговаривал на то, что он просто отправит мне клавиатуру и не нужно ничего взамен. Но я так не могу, мне нужно все-таки как-то отплатить, потому что это просто интересный эксперимент, и я думаю, вам тоже будет интересно, что же он мне отправил. Я честно не знаю, что здесь находится, я сейчас приложу вам нашу переписку, где мы точно договаривались, что я не должен знать, какую клавиатуру он мне отправит. Но я точно вижу, что здесь уже находится что-то мягенькое. Давайте распаковать, потому что очень интересно. Как я знаю, он выпускает какой-то там мерч. Возможно, это он, а возможно, нет. Сейчас мы это посмотрим. Ну, я так и думал, потому что он мне написал комментарий, чтобы я последний видос не смотрел. Но я по превьюхе видел, что что-то похожее будет. И да, это именно она. Да, здесь шапочка. Классно, круто. Прикольная, кстати, шапочка. Здесь бирочки, логотип его. Здесь провод очень крутой, мягенький, удобный, классный, приятный. Желтые кейкапы. Штука, чтобы доставать эти самые кейкапы. Еще одна штука, чтобы доставать кейкапы. Ну и самое заветное, то, ради чего вся эта идея была задумана с обменом, это сама клавиатура. Уф, какая годнота, вы просто послушайте это. Боже мой, она шикарна, она просто охерительна. Я этой клавиатурой пользуюсь уже примерно неделю, и она однозначно лучше моей предыдущей. Тем более она сейчас вообще не производится, не выходит, и она на розовых FLMSK переключателях, которых сейчас в принципе нету и не найти. Получается, у меня как предыдущая клавиатура HyperX DACI была лимитированная тега, и эта сейчас тоже в производстве не участвует. В общем, на одних эксклюзивах сижу, но эта клава мне нравится явно больше. Еще раз повторюсь, это не реклама, я просто случайно на стрим залетел и решили такой эксперимент провести. Как по мне, получилось довольно-таки удачно. Если вы хотите почаще, чтобы я с какими-то блогерами чем-то подобным обменивался, не в рекламных целях, а просто ради интереса и контента, то пишите в комментариях, если вам подобное нравится. Далее идем по классике. Естественно, в любой игровой Z-этап нужно въебенить как можно больше подсветки. Купили адресную светодиодную ленту РБшную, которая светится всеми цветами радугами. ЛГБТ вперед, я поддерживаю все меньшинства. Но если серьезно, то просто посмотрите. Вот до, а вот после. Результат на лицо, преображение колоссальное. Если ты делаешь игровую сборку, первое, о чем подумай, так это купи адресную ленту 2000 рублей и просто красотень. Далее, я думаю, вы согласитесь, что игровое место хоть и преобразилось, но сама комната какая-то пустая и бездушная. Поэтому официально арендодатель мне разрешил сделать пару дырок в стене для того, чтобы повесить картины. Я был бы не я, если бы не пошел в аниме-магазин и не купил огромный постер Dead Inside за XT Гулем. Вот теперь стало гораздо лучше. Но это еще не все. Также была приобретена подушка, которая положится просто в угол стола. Также была приобретена аниме-фигурка Дивы из Overwatch. В KFC мне дали ведерко, и я поставил все это на полочку, которая находится справа от моего игрового места. Также еще в некоторых стенах были разложены поролоновые пирамидки, и в принципе стало более-менее уютно и не так пусто. И тут я попрошу вашего совета. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как сделать эту комнату более уютной и милой, потому что после перестановки стало немножко пустовато, и я все комментарии абсолютно читаю, и ваше предложение обязательно приму к сведению. Также хочу сообщить, что я начал активно вести свой телеграм-канал. Это моя вторая основная социальная сеть помимо ютуба. Туда я сливал весь процесс апгрейда, и подписчики могли наблюдать, как он происходит в режиме реального времени, и это же будет основная социальная сеть, где я буду с вами общаться.
Теперь моя телега — это продолжение моего YouTube канала. Я настоятельно рекомендую вам подписаться, и чтобы было больше мотивации, именно там среди всех участников, среди всех подписчиков килограммов Аспекта я проведу розыгрыш на мою старую игровую мышку HyperX Plus Fire Surge. Все, что вам нужно сделать, это просто быть подписанным, и через неделю, возможно, именно ты заберешь эту мышку. На этом апгрейд моего игрового места закончился, но не закончилась целая эпоха, потому что я собираюсь превратить эту рубрику в нечто большее. С помощью конкурса выбирать одного из вас, приезжать к вам в гости и проводить полный апгрейд вашего игрового места. Такого на ютубе точно никто не делал. Я буду приезжать к вам в город и прокачивать ваше игровое место и снимать это все на YouTube. Это просто пушечный контент, но он зависит только от вас. Если этот видос и эта рубрика зайдет, вам понравится, будет много лайков, просмотров, тогда только эта рубрика запустится и мы будем воплощать просто нереальные штуки. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите в телегу, участвуйте в конкурсах, в общем, делайте все, чтобы этот видос продвигался, и тогда мы запустим просто пушечную рубрику. Я с вами ненадолго прощаюсь, потому что следующий ролик о том, как я пытался заработать в интернете, будучи школьником, уже готовится и скоро выйдет на канал. Спасибо большое за просмотр, удачи и пока.